Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу показать вам и связать вместе с вами вот таких вот дракончиков. Это дневная фурия и беззубик. Вот такие вот небольшие дракошки из мультфильма «Как приручить дракона». Вот такие вот они милые, с крылышками. Вот размер этих дракончиков 20 сантиметров вместе с хвостом, от конца хвостика до головы 20 сантиметров. Так они небольшие. Хвостик тут только сантиметров 10. А вот это цельновязанная игрушка. Значит, пришивается хвостик и крылышки. Все остальное вывязывается в процессе вязания. Так как у меня не было таких вот продолговатых глаз, я вышила плюшевой пряжей вот такие вот красивые глазки наискосок. Если у вас есть такие продолговатые глазки, то в принципе вы можете их использовать. Полностью схема одинаковая, то есть они вяжутся абсолютно одинаково, только с разной пряжи. Ну и единственное, что у беззубика вот здесь вот два разных цвета на конце хвостика. Свяжем мы вместе с вами белую дневную фурию, так как чтобы были стежки все видно и столбики. Вот, но беззубик вяжется точно по такой же схеме. Все, давайте начнем. Для вязания дракончиков нам понадобится белая пряжа. У меня это Дольче номер 741. В принципе, эта пряжа на 100 грамм 120 метров. У меня разные производители я беру, поэтому белая пряжа есть в любом производителе, поэтому берите любую белую пряжу. Также крючок номер 4,5. Глазки черные у меня 10 миллиметров. Также для глазок, для цвета глаз я взяла голубую, в этот раз плюшевую пряжу. Также нам понадобится для вышивания носика черная ниточка, маркер. И также нам понадобится клей и холофайбер. Итак, вначале с вами свяжем крылышко. Набираю я 2 воздушные петли. И во вторую петельку от крючка я провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. Воздушная. Разворачиваю деталь. Провязываю в первый столбик прибавку. И во второй столбик тоже прибавка. В конце ряда 4 столбика. Воздушная. Разворачиваю вязание и провязываю без изменений 4 столбика без накида. Воздушная. Разворачиваю вязание. В первую петлю провязываю прибавку. Дальше 2 столбика без накида по цепочке. И в конце ряда прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, крылышко связано. Теперь воздушная. Теперь нам нужно провязать 2 стороны. В каждый ряд я провязываю столбик без накида, сглаживая тем самым все неровности. В центральную петельку я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю, то есть центральную, чтобы не закручивалась деталь. Дальше по второй стороне провязываю столбики без накида. Провязала я с 2 сторон. Отрезаю я лишнее хвостик. По третьей стороне мы провязываем таким образом. Набираю 3 воздушные. И в третью петлю
я провязываю соединительный столбик. Соединительный столбик. В следующую петельку я провязываю столбик без накида. Опять 3 воздушные. В третий столбик соединительная. И по детали столбик без накида. Опять 1, 2, 3. В третью соединительный. И в следующий столбик столбик без накида. Три зубчика уже. Опять 1, 2, 3. Соединительный в третью петельку и столбик без накида. Опять 1, 2, 3. Соединительный в третью петлю и столбик без накида. И еще раз 1, 2, 3. В третью соединительный столбик и уже вот на конце провязываю соединительный столбик. Отрезаю подлиннее, потому что крылышки мы будем с вами пришивать. И вот такие 2 крылышка у нас получается. Вот такие крылышки. Их нужно связать 2 одинаковых крылышка. Дальше давайте с вами свяжем хвостик. Итак, набираю я 2 воздушные петельки. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй и третий ряд провязываю точно так же 6 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. 1, 2, 3. Хвостик при этом вяжу вместе с деталью. 4, 5 и 6. Второй ряд провязан. Третий ряд вяжем точно так же. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Хвостик я спрячу, чтобы он не мешал. И вот мы связали второй и третий ряд. Четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем так. Столбик без накида. Первый, второй столбик без накида. В следующую прибавка. Так нужно повторить 2 раза. Это первое повторение. И второе повторение. 1, 2 и прибавка. В конце ряда у нас получается 8 столбиков. Теперь 5, 6, 7 и 8 ряд, 4 ряда мы провязываем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 4 ряда.
Итак, провязала я 4 ряда, теперь 9 ряд. Провязываем 1, 2, 3 и прибавка. Первое повторение и опять 1, 2, 3 и прибавка, это второе повторение. В 9 ряду у нас 10 столбиков получается, и дальше 8, 9, 10 ряд, 3 ряда провязываем по 10 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 3 ряда. Итак, начинаем теперь вязать в конце хвостика. Вот я беру вот между первым и вторым, между кольцом и первым рядом я захватываю петельку и провязываю воздушную. Затем сюда же провязываю столбик без накида. И сюда же провязываю полустолбик с одним накидом. Дальше делаю накид и захватываю вот в колечко захватываю через кольцо амигуруми. И вот провязываю столбик с накидом, 2 воздушные, во вторую петельку соединительную, затем 2 воздушные и сюда же провязываю соединительную в колечко. Вот так. Отрезаю. Вот. Первое мы провязали. Теперь разворачиваю. И точно так же с обратной стороны параллельно провязываю между первым и вторым рядом воздушная, затем столбик без накида, сюда же провязываю полустолбик с одним накидом. Дальше в колечко делаю вот между колечком и вот кольцо амигуруми провязываю столбик с накидом, 2 воздушные, во вторую петельку провязываю соединительный столбик, 2 воздушные и соединительный столбик сюда же, куда мы провязывали столбик без столбик с накидом в колечко амигуруми. Тоже обрезаю и фиксирую. Все, теперь давайте спрячем кончики. И вот такие вот у нас острии на хвостике получается. Давайте спрячем концы.
И вот такой вот хвостик получился, на конце 2 острия. Вот такой вот хвостик. Этот мы будем его пришивать, я его не набивала. Теперь давайте начнем вязать тело. Итак, набираю опять 2 воздушные. И во вторую петельку я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд, все прибавки. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. Провязали первую прибавку, я ставлю маркер, первый столбик. Дальше хвостик вяжу вместе с деталью. Провязываю вторую прибавку, третью прибавку, хвостик подтягиваю. Дальше вяжу четвертую прибавку, пятую, и шестую прибавку. Второй ряд провязан, во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. Итак, третий ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида, ставлю маркер, первый столбик. Дальше прибавка. Опять столбик без накида, в следующую прибавка. Сделали мы 2 повторения, теперь вяжем ножку. Ножку вяжем таким образом. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали цепочку из 5 воздушных петель. В третью петельку от крючка, вот в третью петельку, я провязываю шишечку или пышный столбик, который состоит из 2 столбиков с 2 накидами. Делаю 2 накида. Вот, 2 накида. В третий столбик ввожу крючок и провязываю 1 и 2. Опять набираю 2 накида. И в этот же третий столбик я провязываю только накиды. Вот так. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. Набираю 2 столбика воздушных. 2 воздушные петли вернее. И опять же в этот третий столбик соединительный вяжу. И вот у нас такая получается как бы пышная шишечка. Дальше по цепочке осталось у нас 2 петли. Я провязываю 2 полустолбика с накидом по цепочке. Вот провязали ножку. Теперь переходим на тело. И провязываю столбик без накида, следующую прибавка. Опять столбик без накида и в следующую прибавка. Провязали мы опять 2 повторения. Вяжем вторую ножку, точно такую же. Набираю 5 воздушных петель, 4, 5. В третью петельку от крючка я делаю пышный столбик. Два столбика с 2 накидами. Делаю опять 2 накида. В этот третий столбик опять провязываю эти 2 накида. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. 2 воздушные. И в этот же третий столбик в третий столбик воздушные. И дальше по цепочке 2 полустолбика с накидом. 1 и 2. Вторая ножка провязана. И дальше до конца ряда я провязываю столбик без накида, в следующую прибавка,
И опять столбик без накида. И в последнюю петельку прибавка. В третьем ряду у нас получается 18 столбиков и вывязаны ножки. Теперь четвертый и пятый ряд я провязываю 18 столбиков без накида, 2 ряда по кругу без прибавок и убавок. 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем четвертый и пятый ряд. Итак, провязала я 2 ряда. Теперь смотрите, видите, я когда загинала ножки, у нас появились вот такие вот дырочки, а подушечки остались вот с этой стороны. Нам нужно, чтобы подушечки у нас были снаружи, поэтому я их вот так вот выворачиваю, чтобы подушечки оказались снаружи. Вот. И теперь, видите, как красивые теперь ножки? Подушечки у нас получается снаружи, а с обратной стороны вот отверстие. Видите? Вот таким вот образом должны у нас стоять ножки. Все, четвертый, пятый ряд я провязала, шестой ряд. В шестом ряду я буду делать убавку. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно. 2, 3, 4 и убавка. Опять 1, 2, 3, 4 и убавка. И последнее повторение. 1, 2, 3, 4 и убавка. 3 повторения у нас получается в шестом ряду, и в конце ряда у нас 15 столбиков. Итак, седьмой ряд. Седьмой ряд провязываем таким образом. Столбик без накида провязываю в первую петельку и ставлю маркер. 2, 3 и убавка. Так нужно сделать 3 повторения. 1, 2, 3 и убавка. Опять 1, 2, 3 и в конце убавка. В седьмом ряду у нас 12 столбиков получается. Восьмой ряд. Провязываем так. Столбик опять без накида первый провязываю, ставлю маркер. 2, 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков без накида. Теперь вяжем ручку. Ручку вяжем точно такой же, как и ножку. Вяжем в этом ряду ручки. Итак, набираю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. В третью петельку я провязываю шишечку с 2 столбиками, с 2 накидами. Вот так. 3 петельки на крючке провязываю вместе, 2 воздушные
и соединительный столбик в третью петельку. И провязываю полустолбики с накидом по цепочке 1 и 2. Теперь по телу провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязав 6 столбиков, вяжем вторую ручку. Набираю 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И теперь в третью петельку от крючка я провязываю шишечку из 2 столбиков с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Теперь провязываю вместе 2 воздушные и соединительный столбик в третью петельку опять. Теперь по цепочке 2 полустолбика с накидом. И до конца ряда провязываем 1 столбик без накида. Все, провязали мы ручки. Смотрим, чтобы отверстия, вот эти вот внутренние, они были внутри, а вот выпуклые части были снаружи. Что на ручках, что на ножках. Так, и теперь 9 ряд. 9 ряд провязываем таким образом. Снимаю маркер. Провязываем первый столбик и ставлю маркер обратно в начало ряда. Дальше второй столбик и убавка. Опять 1 столбик, за ручкой следом второй столбик и убавка. Это второе повторение. Столбик, второй и убавка. Здесь, так как у нас здесь ручка, я за полную петельку делаю убавку. Вытягиваю петельку и за ручкой тоже петельку вытягиваю в последний столбик. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. Все. Вот туловище готово. Теперь 10 ряд провязываем без прибавок и убавок, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязан уже и 10 ряд, 11 ряд. Снимаю маркер. В 11 ряду я буду провязывать все 9 прибавок подряд. В конце ряда 18 столбиков. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первую прибавку провязала, ставлю маркер в первый столбик. Дальше вторая прибавочка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и 9 прибавка. Итак, в 11 ряду 18 столбиков без накида. 12 ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик. Дальше второй столбик без накида, в следующую прибавка.
опять один столбик без накида, второй столбик без накида и в следующую прибавка. Тоже второе повторение. Опять один столбик без накида, второй столбик без накида и прибавка. Теперь провязываем 5 прибавок подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка и пятая прибавка. Дальше провязываем один столбик без накида, второй, следующую прибавка и в конце столбик без накида. Вот так мы провязали 12 ряд. В 12 ряду у нас 27 столбиков. 13 ряд провязываем без прибавок и убавок, 27 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вот провязала я 27 столбиков. Теперь 14 ряд. В 14 ряду провязываем первый столбик, ставлю маркер, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь набираю я 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь делаем соединительный столбик вот в перемычку. Вот видите, перемычка столбика, который мы сделали. Вот наш столбик, а вот это перемычка. В перемычку я делаю соединительный столбик. Теперь провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Провязав 3 столбика без накида, делаем 5 убавок подряд. Первая убавочка, вторая убавка, третья, четвертая и пятая убавка. Вот так. Теперь провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. В последнюю петельку мы провязали. Теперь вяжем точно такой же, ну как у фурии, вот по бокам такие ушки, можно сказать. Набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в перемычку, в столбик я провязываю вот в перемычку. Итак, в 14 ряду у нас получается 22 столбика. Вот такие вот штучки мы с вами связали, ушки. Вот. И теперь вяжем 15 ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер. Первый столбик.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязав 11, мы будем вязать с вами второе ушко. Точно такое же. Набираю я 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. И вот в перемычку провязываем соединительный столбик. В перемычку столбика. Дальше за следующим ушком 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 и провязываем вторую часть ушка. Набираю 1, 2, 3, 4, 5 и вот в перемычку провязываем соединительный столбик. И у нас получается вот такие вот два ушка, один над другим. Раз. И вот здесь 2. В 15 ряду у нас получается 22 столбика, ничего не меняется. 16 ряд. Снимаю маркер. И провязываю первый столбик. И ставлю маркер. Начало ряда. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно повторить 4 раза, 4 повторения. 1, 2, 3 и убавка. Дальше 1, 2, 3, убавка. Один, 2, 3, убавка. И в конце 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот такая деталь у нас получается. На этом этапе нужно набить тело, и вставить глазки. Итак, тело я уже набила. Вот оно плотненькое такое. Вот, и теперь вставляем глазки. Глазки вставляем между 14 и 15 рядами. Вот, 16 сверху, 15 и 14. Между 14 и 15. Вставляем их пошире. Вот так вставляем их пошире. Между глазками 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков между глазками. И вставляем глазки между 14 и 15 рядами. Они, глазки, идут прямо напротив ручек. Вот напротив ручек идет. Вот раз ручка и 2 ручка. Вот так. Все, давайте закрепим.
Поставила я глазки. И теперь продолжаем 17 ряд. В 17 ряду мы делаем убавку через каждый столбик. Провязав столбик без накида, ставлю маркер начала ряда и убавка. И так нужно сделать 6 повторений. Столбик без накида, убавка — это второе повторение. Столбик без накида, убавка, третье повторение. Столбик без накида, убавка, четвертое повторение. Столбик без накида, убавка, пятое повторение. И столбик без накида и убавка, шестое повторение. Семнадцатый ряд провязан. Вот так выглядит тело. И 18 ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Дальше второй столбик. И теперь вяжем наверху рожки. Я набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с третьей петли 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь дальше вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вяжу второй рог. 1, 2, 3, 4, 5. Из третьей петли 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот такие провязала я сзади. Дальше вяжу 1, 2, 3 и вяжем передние маленькие. 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик в перемычку. Вот перемычка столбика нашего. Я делаю соединительный. Вот так. Теперь провязываю 1, 2, 3. Вяжем четвертый рог. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в перемычку соединительный и столбик без накида. В конце вытягиваю петельку. Вот такой получился у нас 18 ряд. Мы провязали с вами 4 рога, вот такие вот. По кругу у нас 12 столбиков. Все, теперь давайте наполним деталь холофайбером. Итак, набила я уже холофайбером голову. И теперь 19 ряд — это все 6 убавочек подряд. Убавки я буду делать за полную петельку, так как здесь неудобно. Поэтому я буду провязывать вот так. За полные петельки первая убавка. Теперь
за рогом. Вторая убавка. Дальше. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Все, теперь фиксирую, обрезаю. Я больше набивать не буду, потому что у меня средней плотности набито. Я буду делать утяжку, поэтому набивать я не буду слишком плотно. Одеваю иголочку и стягиваем отверстие за полупетли. Вот за полупетельки. Вот за полупетли стягиваем отверстие. Один. Вот так вот. Центральную вставляю, вывожу в любое место. Вот, и подтягиваю. Все поправляю. Вот такие получаются. Теперь путаю ниточки. Итак, вот такая вот деталь у нас получилась, такое тело. Вот, и теперь мы будем делать утяжку. Утяжку я делаю тоже этой же плюшевой ниточкой. Вот, вставляю с одной стороны глазика, оставляю хвостик. Теперь перехожу на вторую сторону глазика и перехожу сразу вот сюда, на второй глазик. Будем делать утяжку одновременно. И вот вставляю с другой стороны глазика. И вывожу вот через 2 петельки на шейке. У нас должны быть ниточки внизу. И я вот так вот легонечко помогаю. Вот, стягиваю. Вот так. И теперь прячу хвостики. Одеваю их одновременно. И вставляю в это же место и прячу. Все. Поправляю утяжечку. Все. Вот такая вот должна получиться мордочка. Стягиваю так, чтобы было симметричны глазики были, чтобы мне все нравилось. Вот, и теперь мы с вами будем вышивать как бы цвет глаз. Будем вышивать цвет глаз наискосок. Я вот беру голубую ниточку, тоже плюшевую. Вот, и сейчас приготовлю клей, горячий пистолет. Вот, и буду клеить цвет, так как у меня нету вот таких вот искосых глаз. Если бы у меня были, я бы, конечно, их просто вставила и все, но так как у меня нету, я буду цвет вышивать, чтобы они были у меня наискосок, такие вот продолговатые.
Итак, вышила я носик и приклеила, видите, вот цвет глаз, так наискосок. Плюшевой пряжей очень удобно сглаживать вот эти вот все неровности. Вот, и мне так больше нравится. Можно взять полухлопок, но лучше плюшевую, я пробовала, лучше плюшевой пряжей вышивать вот эти вот цвет глаз у дракончика. Все, теперь давайте, нам нужно только пришить хвостик. Вот хвостик сзади пришить. Я пришиваю его. И крылышки. Все, давайте с вами пришьем. Итак, пришила я хвостик. Вот так вот он пришитый. Ее можно пришить либо наискосок вот так, либо, ну, я его пришиваю ровно, мне так больше нравится. Вот я его пришила ровненько. Все, и теперь надо крылышки пришить. Крылышки я пришиваю тоже симметрично. Вот так вот симметрично пришить вот таким вот образом. Вот так. Давайте пришьем. Ну что ж, связали мы с вами дневную фурию. Беззубик вяжется точно по такой же схеме, только черным цветом. Цвет глаз можете выбирать самостоятельно. Ну и у беззубика здесь вот кончик один на хвостике красный. Все вяжется абсолютно одинаково. Вот такая вот малышка у меня получилась. Вяжется легко и быстро. Вот пришиваются только крылышки и хвостик. Все, надеюсь, у вас все получилось, вам все понравилось. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.